Всем привет! В этом видео расскажу про наш опыт подготовки к экзамену IELTS General, который нужен для иммиграции в Канаду. Решила сделать такое видео, потому как в комментариях спрашивали, как я готовилась к этому экзамену и какие у меня были результаты. Рассказывать, как выучить язык в этом видео я не буду, потому как я не являюсь преподавателем английского языка, и очень много в YouTube даже материалов на эту тему. Я расскажу непосредственно про наш опыт и про результаты. Я убеждена, что к IELTS необходимо готовиться вне зависимости от изначального уровня знания языка. Не зря даже носители языка иногда пишут его не на все 9 баллов. Если у вас есть возможность нанять репетитора, который будет вам помогать готовиться, или вам нужны максимально высокие баллы, конечно же, лучше это сделать. Мы с Андреем готовились самостоятельно, и я об этом буду рассказывать. До экзамена у меня уже был определенный уровень языка, примерно Upper Intermediate. Язык я учила в школе, школа была обычная, без углубленного знания английского языка. И также несколько лет я занималась дополнительно после уроков с моей учительницей английского языка. В университете очень помогла развить язык научной деятельности. Я читала статьи на английском языке. Конечно, поначалу очень много слов приходилось переводить со словарем. Ну и, конечно, смотрела фильмы на английском языке и читала художественную литературу. Для иммиграции в Канаду по системе экспресс-энтри требуется сдать английский язык для того, чтобы вам присвоили баллы и в дальнейшем вам прислали приглашение на подачу документов на статус постоянных резидентов. Сам экзамен состоит из 4 частей. Аудирование, чтение, письменная часть, которая в IELTS General состоит из письма и эссе, и разговорная часть с экзаменатором. На картинке вы можете видеть, что максимально за первый язык можно набрать 24 балла. С учетом того, что для регистрации профиля в экспресс-энтри для программы Federal Skilled Worker надо 67 баллов, это очень существенно. Также здесь наглядно показано, как формируются баллы CLB, Canadian Language Benchmark, и сколько баллов вам присвоят за ваш уровень языка. Например, вы сдали speaking на 7 баллов, вам за speaking дадут 6 баллов. Считать свои баллы за язык тоже просто. Суммируйте баллы за каждую часть экзамена и, если есть, прибавляйте баллы за второй язык. Здесь также видно, что если вы набираете баллы меньше CLB 7, то есть меньше 6 баллов за каждую часть экзамена, баллы вам начислены не будут. Сама подготовка у меня заняла примерно 3,5 месяца, у Андрея 2 месяца, потому как у него изначально уровень языка был выше, чем у меня. У нас не было расписанного плана подготовки к IELTS. Мы сначала выбрали дату экзамена и затем уже начали готовиться. Записывались мы на экзамен в Астане, в Казахстане. При записи на экзамен я выбрала computer-based, то есть все части экзамена, кроме разговорной, были на компьютере. Мне это было легче, чем писать полностью экзамен от руки, плюс в письменной части было очень удобно смотреть количество слов, которые компьютер автоматически мне считал. Для подготовки мы нашли требования к каждой части экзамена и по ним себя проверяли. Сама подготовка заключалась в следующем. Аудирование. Состоит из 4 аудиозаписей и заданий по ним. В интернете в свободном доступе есть очень много бесплатных пробников. Я открывала эти пробники и начинала решать задания. Неважно, какого года выпуска эти пробники. В первые разы, конечно, казалось, что люди говорили очень быстро. Я не понимала половину из слов, которые они произносили. У меня было очень много пропущенных слов в самих заданиях. И где были карты, я вообще терялась и не понимала, как их правильно решать. Тогда я начала слушать каждую часть аудирования по несколько раз, по 2-3 раза, пока не отвечу на все вопросы. Перед каждым заданием вам дается некоторое время для того, чтобы ознакомиться с вопросами. Собственно, я старалась прочитать все эти вопросы. Да, конечно, запомнить все вопросы невозможно, но я для себя запоминала хотя бы к чему эти вопросы относятся, и уже при прослушивании текста понимала, обращать внимание на какое-либо предложение или нет. Чтение. На него дается 1 час. Первая часть – это 2-3 коротких текста с вопросами по ним. Вторая часть – это 2 коротких текста с вопросами. И третья часть – это 1 большой длинный текст. Я также решала бесплатные пробники в интернете. В этой части необходимо ответить на все вопросы в течение 1 часа. Поэтому, когда я тренировалась дома,
я засекала себе время. Этот раздел давался мне особенно тяжело, хотя, казалось бы, все ответы перед глазами, а не в тексте. Я не укладывалась во времени, и первые 2 чтения я даже не доделала до конца, потому что было очень сложно, и я не понимала, где искать эти ответы на вопросы. Тогда я перестала засекать себе время и начала делать один текст полностью, пока не отвечу на все вопросы, которые заданы по этому тексту. И также я попросила помочь мне Андрея, мы вместе прорешали несколько вариантов, и уже через 2-3 недели я снова начала засекать себе время, когда делала часть чтения. Конечно, я тогда тоже не укладывалась во времени, но хотя бы у меня были ответы на все вопросы, и все, что мне оставалось, это немножечко подогнать себя в рамки 1 часа, а это было сделать уже гораздо легче. Для меня самая удобная схема, которую я впоследствии использовала на экзамене, была следующая. Пробежать текст глазами, понять общий смысл и о чем пишется в каждом абзаце. И дальше уже читать вопрос и прицельно искать на него ответ. У Андрея был план немножечко другой. Он в первую очередь читал вопросы к текстам и отталкивался непосредственно от самих заданий. Если вопросы были по конкретной части текста, например, найти какую-либо дату, он читал текст, пока не найдет эту самую дату. И так было удобно отвечать на вопросы, потому что все вопросы расположены в хронологическом порядке. То есть как текст идет, так идут и вопросы. А если, например, нужно было указать общую тематику каждого абзаца, то есть подставить заголовки или о чем пишется в каждом абзаце, и если абзац не подходил к заголовку или описанию, он переходил к следующему. И так до тех пор, пока не найдется нужная пара. Письменная часть в IELTS General состоит из письма и эссе, и на всю часть дается 1 час. Условия следующие. В письме должно быть не менее 150 слов, а в эссе не менее 250 слов. Поначалу кажется, что надо написать очень большое количество слов. Но по мере подготовки иногда даже слов становится мало, так как в том же эссе надо написать вступление, 2 точки зрения на данную тему, свое мнение и обязательно заключение, потому что без написанного заключения с вас снимут баллы. Есть рекомендации по времени, но их не все придерживаются. На письмо отводить не больше 20 минут от отведенного вам часа, а на эссе оставшиеся 40 минут. В интернете я находила информацию, она, конечно же, не проверенная, не из официального источника, что после 300 слов в эссе экзаменаторы просто не читают текст. Если у вас заключение будет написано после отметки в 300 слов, его просто читать не будут, подумают, что заключения у вас нет, и снимут баллы. То же самое с письмом. После 200 слов письмо читать не буду. Подтверждение этой информации я на официальном сайте нигде не нашла, но мы на всякий случай решили не рисковать и для себя выбрали рамки. Для письма это не больше 200 слов, а для эссе самое оптимальное 250-270 слов, но опять же не больше 300 слов. Здесь есть помощь в следующем. В интернете можно найти самые последние темы, которые были на экзаменах для эссе и для письма. Если я не ошибаюсь, там темы меняются каждые 3 месяца. Также в интернете очень много примеров, как надо писать эссе по схемам, по абзацам, какие фразы надо использовать и так далее. Я бы от себя порекомендовала заучить несколько связующих фраз, чтобы они у вас не повторялись, потому как оценивают связность текста в том числе. Также продумать аргументы на темы, которые были в самых недавних эссе. Конечно же, в идеале написать на эти темы эссе, но если у вас нет такой возможности, хотя бы в своей голове продумать эти аргументы. Мы как раз находили самые последние темы, писали на них эссе и проверяли себя по официальным требованиям. Разговорная часть. К этой части подготовиться немножечко сложнее, потому как нету официальных вопросов, которые вам могут задать на экзамене. Но здесь можно потренироваться в правильном произношении слов. Нам очень помогло чтение книги вслух на английском языке. Мы с Андреем слушали друг друга, помогали правильно произносить некоторые слова или сочетание звуков. И, конечно же, иногда нам помогал Google переводчик. Также можно совместить подготовку к письменной части и к разговорной части. Вы можете вслух проговаривать аргументы на некоторые темы эссе. Незадолго до экзамена мы все-таки решили написать один пробник. Очень полезный инструмент, если вам непосредственно перед экзаменом необходимо оценить свои знания, уровень подготовленности и обратить внимание на какие-либо ошибки и недочеты. В самом центре IELTS есть, конечно же, пробные экзамены, но на них тоже была очередь, поэтому мы сдавали в другом центре, просто нашли в интернете. Также полезная тренировка – это просидеть 3 часа подряд, решая задания.
Разговорная часть проходила по видеосвязи и была, в принципе, очень похожа на экзамен. При бронировании экзамена у вас есть несколько вариантов. Сдать весь экзамен полностью в один день, либо разговорную часть перенести на какой-либо другой день. Сдать разговорную часть перед 3 основными частями или после. Так как экзамен сам по себе довольно стрессовая ситуация, мы решили, что весь экзамен будем сдавать в один день, и оба выбрали разговорную часть после основной части, то есть после 3 первых частей. Между частями у нас был перерыв, можно было спокойно выйти подышать воздухом, попить водички, не думая, что это забирает время от экзамена. Как проходил сам экзамен? Мы зашли в помещение, прослушали инструктаж, и нас попросили оставить все наши вещи в шкафчиках, кроме воды. Воду можно взять, но она должна быть без этикетки, на которой есть какие-либо надписи. И это должна быть прозрачная бутылка. Если у вас нету с собой воды, то, по крайней мере, в IELTS-центре в Астане воду выдавали. Далее нас отвели в комнату с компьютерами, которые были отгорожены друг от друга перегородками. Перед рассадкой нас проверили металлодетектором, попросили показать уши и также сняли отпечатки пальцев. На мне машина перестала работать, тоже меня немножечко заставили понервничать, но принесли другую, все было в порядке. А девушку передо мной попросили развернуть каждую салфеточку из упаковки одноразовых салфеток. Наверное, для того, чтобы проверить, не написано ли на них что-либо. Далее нас рассадили, каждому раздали логин и пароль. Дали лист бумаги и карандаш для собственных записей. Потом в конце экзамена этот листочек у нас забрали. И, собственно, начался сам экзамен. Аудирование проходило в обычных наушниках. Все было хорошо слышно. Не было слышно никаких посторонних шумов. Было время проверить написанное и подготовиться к следующему блоку вопросов. Все точно так же, как было на пробниках. На чтении тексты были примерно такие же по уровню, как и на пробниках из интернета. На экране вверху писалось время до окончания этой части экзамена. Между текстами на чтении можно было переключаться и отвечать на вопросы в любом порядке. То есть не обязательно сначала ответить на вопросы первого текста, потом второго, можно было отвечать как вам угодно. Вокруг нас периодически ходили проверяющие и иногда заглядывали через плечо, но это нисколько не отвлекало, я это даже практически не замечала. В секции чтения есть один лайфхак. Можно пользоваться функцией «Скопировать, вставить». Это очень полезная функция, так как любая опечатка будет считаться за ошибку. На части написания письма и эссе вверху экрана тоже писалось время, которое осталось у вас до окончания этой части, и также писалось количество слов, которые вы уже написали. В части письма мне надо было написать собственное письмо начальнику магазина про продавца, который мне помог, чем он мне помог и как бы я хотела его отблагодарить. У Андрея тема письма была другая. Ему надо было написать письмо лендлорду о том, что его беспокоят шумные соседи. Моя тема эссе была следующая. Некоторые люди думают, что для того, чтобы хобби было интересным, оно должно быть с некоторыми трудностями. Вы согласны или не согласны с этим мнением? Эти 3 части прошли довольно быстро, дальше у нас был перерыв и после этого разговорная часть. Весь диалог с экзаменатором длился не более 15 минут. Полностью весь диалог был записан на диктофон. Меня попросили представиться, рассказать, чем я занимаюсь, немножечко о себе. Дальше мне были заданы вопросы, на которые я старалась развернуто отвечать. И 2 или 3 раза экзаменатор меня прерывал и переходил к следующему вопросу. Вопросы были общие. Из тех, что я помню, меня спросили, кем я работаю, как я отношусь к современному искусству, какие эмоции у меня были от первого дня в новой школе. В конце уже пошли вопросы посложнее. И там уже дается после заданного вопроса 1 минута для того, чтобы человек подумал, как можно ответить на этот вопрос. Также для удобства там есть листочек бумаги и карандаш, на котором можно записать свои мысли, либо записать, что не забыть и рассказать по этому вопросу. Например, у меня был вопрос про текучку кадров на рабочих местах. Как это влияет на компании, где работники не задерживаются? Вообще, хорошо или нехорошо часто менять работу? И с какой периодичностью тогда ее нужно менять? На экране вы видите наши результаты IELTS и, собственно, стоимость. Пришли результаты нам через 3 дня после сдачи экзамена в конвертах. Забирали мы конверты лично. Как видите, за часть чтения, которая у меня больше всего не получалась, я в итоге набрала больше всего баллов. Если вам интересны какие-либо видео про подготовку или про иммиграцию, пожалуйста, пишите в комментариях. Спасибо за внимание!